Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр и канал Сапожник. Нам принесли такую обувь, сандалии разорванные. Мы их будем проклеивать и подшивать. Так, друзья, ну что, приступаем. Нам нужно вот эту часть промазать клеем. Я использую Дисмокол клей. Вы же смотрите, что вы купите из клеев, может быть, как из наоритовых клеев желтеньких, так же самое из дисмоколовых. В принципе, тут роли особо не играет. Я просто привык до дисмоколовых, мне они больше нравятся. Ну что, теперь надо подождать минут 20, пусть высохнет. Будем нагревать и клеить. Так, друзья, у нас клей высох. Берем фен и нагреваем. Смотрите, аккуратно, не перегревайте. Его надо чуть-чуть подогреть, чтобы он был тепленьким. И потом вставляем вот это вот на место. И все на место приклеиваем. О, все, прекрасно село. Все, приступаем к прошивке. Берем крючок. Крючок я использую подстановка и само жало, сам крючок 1,8. Берем нитку. Я использую 280. У меня уже провощенная нитка. Если у вас обычная текстилевая 375, либо 280, либо 187, она обычно идет капроновая не провощенная, то ее желательно провощить. Взять любую свечку, либо воск, либо парафинчик, тот же и пройти. Это делается для того, чтобы сама нитка дольше служила. Приступаем. Начинаем. Первоначально, перед тем как прошивать, мы будем шить вот эту часть, вот эти основные натиски. Тут везде все нормально держится. То возьмите какой-то метр и поотмеряйте где-то 0,8-1 сантиметр, чтобы через равное расстояние было, чтобы вы правильно точно и шли. Все, пробиваем, делаем вот такую петлю на пальчику, цепляем, вытягиваем. Опять же пробиваем, делаем петельку, цепляем, вытягиваем. И так потихоньку, шаг за шагом, мы прошиваем вот этот хлястик наш. Смотрите, я закончил ногтем. Теперь завершаем, мы назад возвращаем. Мы не делаем узлы. Ну, вы можете, в принципе, и завязать, если вам нравится. Но мне не нравится. Тогда оно получается вот тут наплавление некрасиво. Лучше сделать 2-3 стежка назад. И обрезаем. И нитка уже никуда не денется. Идем дальше. Так само здесь. Смотрите, я начинаю немножко дальше. То есть следующий мой шаг должен быть равномерно с вот этим хлястиком. Оно должно в самом начале ухватить его. Петлю не забываем делать вот такую петлю.
на пальце. Не набрасывать, конечно. Ну, в принципе, тут вы это можете и набросом сделать. Но лучше приучайтесь к такой петле. То, что если будете прошивать закрытую обувь, вы не сможете вот тут впереди, на вот этой части, подхватить. То, что вот таким накидыванием петли вы только нитку разорвете. Пошагово проходим. Все, возвращаемся назад. Раз, два. Все. Готово. Обрезаем. И эту сторону мы полностью проходим. Тут у нас цельная, тут нет у нас расхождений. Можно расстегнуть оно, чтобы удобнее было. Опять же, начинаем немножко дальше. Чтобы следующий шаг именно пошел на вот эту всю шворку, на самый край, чтобы ее подхватило. То, что отстает всегда самое чаще, это краи. Либо вот тут, либо вот тут подрывы начинаются. Петлю, не забываем петлю делать. Все, закончили. Теперь назад возвращаемся. 2-3 стежка. Обычно 2 делаем. И обрезаем ниточку. Все. Обувь прошита. И так же самое мы делаем со вторым. Возьмем резинку еще. У вас может быть ластик, у меня микропорка. И тут пройти, где мы подклеивали, немножко клей пооттирать надо, где остался на подошве. Теперь берем ниточку, зажигалочку. И где пооставались, обрезали ниточки, немножко припалить надо, чтобы эта ниточка не выглядывала. Все. Обувь прошита. Друзья, в этом видео я показал, каким образом прошить вот такие сандали. Для этого нам понадобилось клей, нитка, крючок и немного усердия. Так что, если видео вам было полезно, мы подписываемся на канал. С вами был Александр и канал Сапожник.